Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Артур. Я вас всех приветствую на моем YouTube-канале про инвестиции. В своих выпусках я буду рассказывать вам о финансовых показателях различных компаний, а также о своих инвестициях. Тема инвестиций мне очень интересна, так как считаю, что инвестиции – это лучший способ финансового благополучия и независимости. Еженедельно я планирую пополнять свой ИС и демонстрировать вам свои покупки. Посмотрим, как будут развиваться события, ведь я только начинаю инвестировать, и мне это интересно. Надеюсь, и вам тоже будут интересны мои видео и полезно. В сегодняшнем видео поговорим о дивидендах, а точнее о дивидендной стратегии. Для начала нужно понять, что она из себя представляет. Дивидендная стратегия – это получение пассивного дохода от приобретенного количества вами акций компании. Это вложение денежных средств на долгосрочную перспективу. Прибыль от дивидендов рассчитывается на одну акцию. Далее эта прибыль умножается на количество приобретенных вами акций. Следует отметить, что приобретая акции американских компаний, нужно учесть вычет с дохода дивидендного в виде 13%. Для этого необходимо подписать у брокера форму W8BEN. Если же эту форму вы не подпишете, то с вас удержат 30% налога. Рассмотрим классическую американскую компанию дивидендную, которая выплачивает их на протяжении более чем 25 лет. Это дивидендный аристократ. Компания TNT предоставляет услуги связи и цифровых развлечений на территории США и во всем мире. Давайте рассмотрим ее дивидендную политику. Эта компания дивидендная, доходность равна 6,86. Это расчет текущей дивидендной доходности за год на основе существующих данных. Трейлинг dividend yield меньше показателя форвардного, составляет 6,83. Это показатель основывается на фактической выплате дивидендов за предыдущий год. Дивидендная доходность равна отношению текущих годовых дивидендов компании к ее текущей цене. Четырехлетнее повышение дивидендов составило 6%. Представляет собой отношение годового дивиденда компании к цене ее акций на текущий момент. Дивиденд рейт равен форвардный 2,8. Это значит, что общая ставка дивидендов на одну акцию, то есть вы получите за год $2,08 на одну акцию приобретенную. Payout ratio равен 64,95. Это процент отражает, какую часть от прибыли компания выплачивает на дивиденды. Dividend Grow 3 years 2,4. Это темп роста дивидендов за прошедшие 3 года. Соответственно, за прошедшие 5 лет этот показатель выше. И на протяжении 35 лет компания выплачивает дивиденды. Также можно в разрезе посмотреть и на конкурентов AT&T, компании Verizon. Здесь, если смотреть в разрезе и сравнивать с компанией TNT, то, конечно, по дивидендной доходностью эти компании уступают. Давайте сравним покупку дивидендных акций с вкладами валютными в банках. Я сделал такую табличку. То есть, если мы берем курс доллара под 75 рублей за доллар, то поимеем с вами 5300 долларов сумму вложений. В данный момент ставка в Сбербанке 55 сотых, ВТБ 25 сотых. Получим мы за год вот такую доходность. У Сбербанка 27 долларов почти, у ВТБ чуть более 13 долларов. А если купим компанию TNT, то на текущий момент одна акция торгуется на бирже за 30 долларов 48 центов. Дивиденды с одной акции 2,8. И мы имеем 175, грубо говоря, количество акций на вот эту сумму. Соответственно, умножаем количество акций на сумму из дивидендов на одну акцию. Здесь рост, он ощутимый и значительно превышает валютные вклады в банках. Что ж, друзья, в этом выпуске мы с вами рассмотрели дивидендную компанию TNT, а также дивидендную ее политику. Решение об инвестициях принимать каждому инвестору самостоятельно, основываясь на перспективности отрасли, конкурентных преимуществах и фундаментальном анализе.
Об этих и других аспектах мы поговорим в следующих обзорах. Если вам это видео понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии по этому поводу и не забывайте подписываться на канал. Всего доброго, удачи, друзья!